Богатство национальной кухни зачастую можно определить по количеству ингредиентов, которые требуются для приготовления какого-либо блюда. Вот, например, у меня сегодня на столе квашеная капуста, соленые грибочки, сыр, морковка, лук, томатная паста, черный перец, хорошая рыба, сливочное масло, соленые огурчики, сухарики, аджика, маслины, перловка и, наконец, хороший бульон и весьма доброкачественное растительное масло. Скажите, пожалуйста, вы догадываетесь, какое блюдо я сегодня собрался готовить? Я собрался готовить блюдо, которое стало популярным еще лет 200 тому назад. Кто-то считает, что его надо готовить на сковороде, а кто-то говорит, что она непременно должна быть жидкой. Одним словом, московская рыбная солянка. Но ведь я-то человек восточный, поэтому приготовлена эта солянка будет с некоторым восточным акцентом. Вообще-то надо иметь в виду, что для приготовления этого блюда понадобится уйма утвари, форма для запекания, сковорода обыкновенная, какая-то вот кастрюля для того, чтобы можно было в ней потушить капусту, и в конце концов ковшик, в котором можно будет сварить перловку. Начинается все достаточно традиционно. Точно так же начинают готовить и узбекские блюда, точно так же начинают готовить и русские блюда. Наливают немного растительного масла и берут лук. Только если в узбекской кухне лук жарят очень сильно, прям вот такого уверенного бордового цвета, то в русской кухне лук, скажем так, слегка пассируют, слегка обжаривают. У нас 800 грамм рыбы, 800 грамм квашеной капусты, у нас 160 грамм лука, у нас 160 грамм моркови, у нас 350 грамм огурцов, ну а всего остального вы видите сколько, все остальное на глаз. О, вот лук, я думаю, что уже такой, как надо. Не надо жарить его сильнее. Вот чуть-чуть запахло, он стал прозрачным, и все, и отправляем к нему морковку. Морковку отправляем всю. Лука, как видите, я половину оставил на потом. Мне надо будет. Самое время заняться перловкой. Я знаю, почему некоторые домохозяйки недолюбливают перловку. Дело в том, что та перловка, которая продавалась до сих пор во всех магазинах, она требовала очень долгого времени приготовления. У меня есть очень хорошая крупа, которая называется крупа голландская, националь. По сути дела, это перловка. Просто много-много раз отшлифованная. Перловки, я думаю, мне понадобится грамм 400, но я хочу обратить внимание на то, какая это перловка. Очень качественная, очень чистая. Но она покрыта небольшим количеством пудры, которая осталась после шлифовки. Вот эту пудру я, пожалуй, что смою. Вот перловку промыл. Сразу ее можно опустить в ковшик, в котором будет готовиться каша. Могу заранее сказать, что примерно 1 литр рыбного бульона впитает 400 грамм перловки. Вот 1 к 2,5 пропорция. На сильном огне надо довести до кипения и посолить можно сразу. О, а морковочка-то уже мягкая. Значит, пора опускать томатную пасту. Но томатную пасту не всю сразу. У меня здесь 80 грамм. Половину сейчас, а половина мне нужна будет потом. Перловка закипела. Все, очень просто. Огонь на самый маленький, который только можно поставить. Накрываем крышечкой и пускай стоит 40-50 минут. Простоит час, хуже не будет. Вот посмотрите, томатная паста уже готова, потому что начала прилипать ко дну. Вот-вот, того гляди, пригорит. Вот этого-то мне и надо. Я подолью немного бульона, и я проскребу по дну кастрюли, для того, чтобы деглазировать припевшиеся соки, которые образовались от моркови, от лука, от томатной пасты. И вот теперь-то все хорошо. Теперь самая пора закладывать квашеную капусту. Квашеная капуста у нас домашняя. Нет такого года, когда бы мы не квасили капусту. Хотите узнать как? Наберите в гугле «Сталик квашеная капуста». Попадете в старый мой пост, которым все пользуются. Получается эта капуста просто замечательно. Довольно тесно в кастрюльке, но капуста сейчас осядет, станет помягче. Того-то нам и надо. Но пока за капустой нужен глаз да глаз. Помешивать и помешивать. А вот каша пригляда не требует. Ее можно убрать на другую плиту. И рыбой пора заняться. Рыбу надо припустить. На самом деле все очень просто. Рыбу надо положить в какую-то посуду под крышку, подлить воды либо бульона так, чтобы рыбки по пояс было. Посолить 10 минут, вот тебе рыба и припущенная. Это можно сделать даже в микроволновке. На освободившуюся конфорку поставим сковородочку.
сковородочку на умеренный нагрев, в сковородку немного растительного масла, весь оставшийся лук и всю оставшуюся томатную пасту. Сразу, не дожидаясь, пока лук пожарится. Самое время заняться огурчиками. Приятное дело. Супер! Если соленые огурцы очень крупные, и если шкура у них несколько горьковата, то, конечно, лучше всего их почистить, да и семена можно удалить. Но мы прошлым летом засолили небольшие, отличного качества, великолепного вкуса бакинские огурчики, поэтому чистить их и удалять семена излишне. Ну, а как лучок? Видите, томатная паста даже цвет изменила, понимаете? Даже при небольшом нагреве просто надо подождать. Самое время добавить к луку и томатной пасте огурчики. Да-да, будем жарить огурчики. Вы что, никогда не жарили соленые огурцы? Попробуйте! В современной России сложилось мнение, что огурцы это только для салата, либо для квашения, для соления, мариновки. Но на самом деле огурцы во многих странах готовят. Например, в Турции долму изначально готовили именно в огурцах и в баклажанах. Вы посмотрите, вот здесь подсказка есть. Замечательный ролик об азербайджанской долме, который вы наверняка не посмотрели. Но смотрите обязательно, потому что когда я готовлю какое-то новое для вас блюдо, я не хочу повторять то, что уже говорил раньше. В капусте хорошо бы добавить немного бульона. Получится совсем немного капусты, но она приобретет необыкновенный вкус. Соленые грибочки вкусные, но слегка крупноватые. Я поэтому их порежу такими ломтиками. Была встреча с читателями, а одна женщина пожилая пришла. Знаете, что говорит? Я по ночам, когда не спится, читаю либо Чехова, либо вас. Ну, знаете, вот такого комплимента я еще никогда не слышал. Кроме того, эта женщина настояла на том, чтобы я принял от нее 2 баночки соленых грибов. Одну баночку с опятами мы уже съели. Невероятно вкусные. Простите, пожалуйста, милая дама, я забыл ваше имя и отчество. Но спасибо вам большое. Грибы ваши на самом деле замечательные. Вот рассказал про этот случай, а теперь думаю, не послужило бы это дурным примером для остальных. Не надо мне, пожалуйста, не приносите никакие подарки, не приносите ко мне никакие угощения. У меня и так дом, как музей имени Леонида Аркадьевича Якубовича. Вы правильно поймите. Любовь и уважение от читателей, от зрителей, конечно, она мне очень приятна, но неудобно. Понимаете, это ведь вы меня очень хорошо знаете, потому что я почти что 10 лет с вами. А я-то с вами практически не знаком. Вы подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Пишите почаще комментарии, так, чтобы при личной встрече, если бы вы назвали свое имя и фамилию, я бы вас сразу узнал. Рыбка готова? Пускай остынет немножко. Мне пока вот здесь есть чем заняться. Ну-ка, как здесь наши огурчики, грибочки, лучок, томатная паста? Хорошо, замечательно. Знаете, что я хочу сюда сейчас добавить? Мечту всех дачников. Утром с кем не случалось такого, чтобы так хотелось огуречного рассольчика. Но по много не надо. Будем добавлять по чуть-чуть. Так, чтобы уже не жарилось, а тушилось. Ну что, займемся рыбой. Я хочу попытаться снять ее с костей. Ну, здесь еще где-то ребрышки есть, надо выбрать их пальцами, да и все. Не хотелось бы, чтобы какая-то косточка попала кому-нибудь в горло. Ну, зачем так портить аппетит, а? Ну, как получилось, так и получилось. Все равно рыба пойдет в начинку. Капуста уже почти что готова. Утрамбовать плотнее, чтобы та жидкость, которая там есть, выступила наружу, чтобы капуста грелась быстрее и интенсивнее. Вот под крышечкой на последнем этапе. Ну, а как? Огурчики, как грибочки. Ха, да супер! Но знаете что? Они просят еще немножко рассола. И огурцы, и грибы были соленые, да еще вот сколько рассола им налили. Так что здесь все нормально. А вот про капусту надо позаботиться. Не должна быть еда слишком кислая. Поэтому я поступаю очень просто. Я беру сахар, здесь 3, может быть 4 столовые ложки, и смело сыплю его в капусту. А про этот сахар ни один едок не догадается. Просто будут есть и скажут, очень вкусная капуста. Понимаете? В качестве формы для запекания я сегодня решил взять глиняный таджин. Только я вот как поступил. Я поделюсь с вами секретом. Я вынес его на 20 минут на холод и прямо вот в снег поставил. Он сейчас у меня холодный. А сливочное масло уже давно лежит на столе. И оно теплое, вот посмотрите, видите, какое мягкое. И теперь я беру это мягкое сливочное масло
и намазываю его по таджину. Холодный таджин, и поэтому масло не стекает со стенок, а буквально прилипает на них. Зачем мне это надо было? Да дело в том, что мне надо покрыть все дно и стенки сухарями. Вот что получилось. Красиво? Мало того, что красиво, так это еще и очень вкусно будет. Ну что, накладываем. Накладываем сначала половину капусты, не всю капусту. Капусту раскладываем не просто так, а пытаясь придать как бы форму миски. И в эту миску мы теперь накладываем бодро шкварчащие огурчики и грибочки. И вот это ложе самое то, что надо для рыбы. Рыбку укладываем поверх этой горки с рыбкой, остатки грибов и огурцов. Можно было бы еще на рыбу, но вот и сейчас не поздно, положить перец горошком. Знаете, это не совсем тот черный перец, к которому мы все привыкли. Это недозрелый перец. Он не такой острый. При раскусывании он забавно лопается и обволакивает весь рот такой задорной жгучестью, но весьма умеренной жгучестью. Поэтому я думаю, что этот перец будет сюрпризом для моих едоков. Ну все, вот осталась капуста. И этой капустой накрываем грибочки. Понимаете, что у нас получилось? У нас получился как бы такой многослойный пирожок. И в принципе, если следовать русской классике, то сейчас вот эту сковородку надо поставить в духовку и пусть запекается до полной готовности. Но кулинарии меня учил великий учитель – узбекский народ. Узбекский народ учит, если блюдо можно сделать сытнее за счет использования, скажем, каких-то недорогих овощей, недорогих круп, то их непременно надо добавить. Вы посмотрите, какая перловка. Название-то происходит от английского слова pearl – жемчужина. Так вы полюбуйтесь, у меня есть на самом деле полный ковш жемчуга. Берем эту роскошную перловку, рассыпчатую, не у каждого рис в плове так получается, как эта перловая каша. Красиво? А раз красиво, разве это получится невкусно? Конечно, получится вкусно, ведь этому всему предстоит постоять в печи минут 30, может быть 45, для того, чтобы весь этот набор продуктов стал одним целым великолепным блюдом. Пока наше блюдо простояло в духовке при температуре 160 градусов 30 минут. Посмотрим, что получилось. Все очень хорошо. Но я точно знаю, что перловка все-таки достаточно пресная. И у меня здесь есть вот немного аджики. Для того, чтобы оживить ее вкус, сделать ее немного интереснее, для того, чтобы снизу образовалась интересная хрустящая корочка, 160 градусов в духовке не хватает. И я планирую поставить это блюдо в духовку еще минут на 15, но уже при температуре 215-220 градусов. При такой температуре перловка высохнет. Вот что я придумал. Берем сыр, самый обыкновенный сыр. Я заранее знаю, что скажут снобы о любимом приеме домохозяек. Ну и что? Вот Поль Бакюс тоже запекал рыбу под сыром. И у него это получалось очень вкусно. Почему бы и мне не поступить так же? Ну все, понесли в духовку. Уже без крышки. У нас теперь сыр будет выполнять роль крышки. Вы знаете, откуда мне в голову пришла идея готовить это блюдо в марокканском таджине? Дело в том, что когда я изучал рецепты селянок и солянок, я обратил внимание на то, что эти блюда подаются точно так же, как марокканские таджины. Они украшались оливками и солеными лимонами. Соленых лимонов у меня сегодня как на грех не оказалось. Ничего страшного. Возьмем ташкентский. Он такой приятный, кисло-сладкий. Ну что, осталось только разрезать нашу солянку-запеканку и подать на тарелочке. А еще в старых русских книгах рекомендовали подавать солянки, селянки вместе с солеными, мочеными, квашеными фруктами. Вот соленая вишня у меня есть. Полюбуйтесь, какое блюдо у нас получилось. Задорное, полезное, красивое, вкусное. Так что успехов вам в кулинарии и, конечно же, приятного аппетита!